Всем привет! Сегодня 22 декабря 2012 года. Конец света вчера так и не случился. И мне кажется, что это нужно отметить хорошим hard-use тестированием очень достойного ножа, на который возлагаются огромные надежды. Benchmade Damas. Нож абсолютно новый, заточка из коробки. Элементарно режет паракорд. Ну, без лишних слов, давайте приступим. Кабеля у меня уже не осталось. Я нашел здесь несколько остатков, чтобы попробовать, но в любом случае я не считаю, что кабель будет тем фактором, который повлияет на то, как этот нож себя покажет. Да, на самом деле совсем нелегко он справляется с этой задачей. Ну, почти как печально известный Келтек. Дальше у нас баночка с фруктами. Кому всегда было интересно, что здесь в банке, ну, здесь вот такая вот какая-то смесь из экзотических фруктов. Нож режет очень хорошо, очень удобно. Как вы видите, прекрасный контроль у меня. Ну, вот так вот. Смотрим на режущую кромку. Напоминаю, что на этом клинке сталь D2. И глядя сейчас на режущую кромку, я все больше убеждаюсь, что D2 это просто какая-то отличная сталь для таких тяжелых работ. Что Келтек не получил абсолютно никаких признаков повреждений, что здесь. Режущая кромка абсолютно чистая, абсолютно, ни заминов, ни сколов, ничего. На покрытии остались небольшие следы. Ну а теперь построгаем алюминий. Отлично строгает. Ну тут, я думаю, вообще без вопросов. Ни малейших проблем. Алюминий не вызвал. Опять же, небольшие следы на покрытии. Это и все. Режущая кромка в полном порядке. Я имею в виду какие-то серьезные повреждения. Конечно, какое-то затупление, наверное, присутствует, но в данном случае это совершенно несущественно. Поэтому серию тестирования
конкретно режущей кромки этот нож проходит очень хорошо. Ну что, теперь момент истины. Проверяем замок Axis Lock в исполнении Benchmade. Могу вам показать, как он заскакивает в начале. Инерционно открываю. 5 ударов обухом. Четыре. Выдержал. Насколько сильные были удары, можно видеть вот по вот этим вот местам. Сюда прилетал обух. Вот тут вот. Это вот от старого теста. И теперь 5 ударов передней части. Замочек функционирует отлично. Люфтов не появилось. Вот это я понимаю. Вот это замок. Появился микролюфт какой-то на клинке. И вертикальный, и горизонтальный. Наверное, можно немножко подтянуть осевой, да. Осевой разболтался, видимо, совсем не было здесь фиксатора. Фиксатора не было. Ну что, проковыряем дырку в деревяхе, посмотрим, как покажет себя кончик. Вот оно, вот оно. Вот это кайф, вот это кайф, я вам скажу. Ну блин, это просто надо видеть, какая это мощь. Это просто не передать. Насквозь есть, еще немножко. Ну, вот такое отверстие, мне кажется, вполне достаточно будет, чтобы совершенно не сомневаться в способностях этого ножа. Это просто что-то невероятное. Ай-яй-яй. Ну что ж, не будем радоваться раньше времени. Перейдем к пробиванию металла. Жесть 0,8 миллиметра.
5 ударов в 0,8. Ну, видите, он просто разворотил здесь такие дырки. Перейдем к чему-то более серьезному. Жесть 1 миллиметр. Так, смотрим на кончик. Ничего. Вот абсолютно ничего вообще. Вау. Вот 5 ударов. 1, 2, 3, 4, 5. Вот эти вот. Вот они здесь. Вот 5 ударчиков, которые я не закрываю, можно видеть. Ну что ж, ну теперь нержавейка 1 миллиметр. Ну что тут скажешь, вот 2 отверстия, вот они, вот одно, вот второе, и вот наш кончик, который опять абсолютно этого не почувствовал. Вау. Ну, давайте чуть порубим для расслабления. Блин, да это просто топор. Просто реально топор. Это жесть. Ай да Сиберт. Ай да молодца. Ну что, побатоним теперь. Специально так вот буду батонить чуть под наклоном, V-образно, чтобы прям отрезать отсюда куски. Но мне кажется, это уже очень и очень наглядно, что здесь, что здесь. Ай. Ну и последняя формальность, проверка остаточной остроты. О, да он вообще легко этот паракорд режет. Да, на деревяхе уже не прорезает. Уже не прорезает, но на весу даже самым кончиком легко отрезает паракорд. И вот наконец-то брендовый нож, который сможет задать планку хардюза. Не какие-то китайцы. При всем уважении к ним, по их цене, это все понятно. Но вот это вот настоящий уровень. Я думаю, это реально было видно. И я думаю, что
нам предстоит очень детальный разговор о этом красавце. Сейчас я просто немножко покажу его в макро. Вот наш герой. Давайте рассмотрим его поближе. Смотрим на режущую кромочку. Вот здесь вот есть небольшое выкрашивание, я уже вижу. Но по основной своей длине, после всех этих работ, ну практически, я не знаю, принимаем во внимание, что он прошел, это просто идеальное состояние режущей кромки. Покрытие чуть-чуть потерлось, и буквально за 10 минут он превратился в такого матерого вояку. Ну, рукоятки вообще ничего не случилось. Замочек прекрасно функционирует. Осевой винт немножко ослабился. Есть люфты, можно это слышать. Я думаю, это все устранимо. Потом еще мы это обсудим. Сталь D2. Это то, что надо, ребят. Давайте так коротко пройдемся по всем этапам, которые прошел этот нож. Прекрасно вскрыл банку. Строгал алюминий. Хочу показать вам вблизи эту поверхность, по которой строгается. Можете видеть, что здесь не все так просто дается. — 0,8. Вот эти вот огромные дыры в 0,8. И вот здесь вот 1 миллиметр. Вот эти вот 5 отверстий. Ну и, конечно же, 1 миллиметр нержавейка. Вот эти 2 отверстия. Ну, опять же, деревяха, батонинг. Ай-яй-яй, ай да нож. Как я рад, что наконец-то объявился такой лидер, который, ну, за который было бы не стыдно. Ведь, как мы уже все сейчас уже понимаем, что многие бренды просто играют красивыми словами: тактический, боевой и так далее. А на самом деле совершенно не оправдывают его. Так вот, здесь фирма Benchmade полностью отвечает за свой базар. Ну и огромное спасибо Шейну Зиберту. Просто я могу назвать его гениальным дизайнером ножевым, потому что он создал вот такое чудо. Все, надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Хочу еще только добавить один важнейший и удивительнейший момент. Вся эта работа, все это тестирование было пройдено при фабричном сведении в 0,5 мм. Да-да, вы не ослышались, здесь 0,5, 0,55 может быть. На кончике 1 мм оно утолщается. Но здесь вот по всей длине 0,5. Вот так вот. И хочу добавить еще один момент, к сожалению, менее приятный. В сложенном состоянии, после тестирования, после этих нагрузок, клиночек стал бить по спейсеру. Мне кажется, даже изнутри можно увидеть следы вот здесь вот и там вот внутри, где он попадает. Спейсер сделан, по-моему, из того же G10. Когда он закрывается, прям такой клац бьет по нему.
Я не знаю, по идее упором в закрытом состоянии должна служить вот эта вот втулка аксиса. Возможно, она немного деформировалась. Ну, когда я буду сейчас разбирать этот нож и восстанавливать его, я все это проверю. Тем не менее, все равно нож не потерял своих рабочих способностей. И это очень важно. И это, безусловно, новая вершина, новая планка для всех последующих хардюзов. Все. Спасибо за просмотр. Бай-бай. Всем привет! Восстанавливая Benchmade Adamas после hard-use тестирования, я уже несколько раз разбирал его и собирал по новой в попытках обнаружить и устранить проблему, которая влечет за собой биение клинка по спейсеру и наличие вертикального люфта. Как выяснилось, это одна и та же проблема. И вот, наконец-то, с горем пополам, я все-таки ее нашел. Для начала давайте посмотрим на втулку аксиса. И вот в этом месте можно видеть вот эту вмятину, которую оставил клинок во время тестирования замка и батонинга. Так, в общем, втулка не деформировалась, и это очень радует. Вот здесь вот, конечно, удары были очень мощные. А теперь, в принципе, нож сейчас в таком полуразобранном состоянии. Здесь только лайнеры, спейсер и замок, втулка замка без пружин с клинком. И вот если я пальцами сейчас полностью додавлю втулку до конца, то у меня все равно будет небольшой вертикальный люфт. Это можно услышать. Я все никак не мог понять, в чем же проблема. Сначала я думал, что замок как бы выработал весь свой ресурс и заскакивает до самого конца. Да, в принципе, замок заскакивает далеко, но присмотревшись внимательней, вот там вот изнутри, можно увидеть, что немножко места еще все-таки есть. То есть замок не выработался. Но каким-то образом при нажатии на клинок у нас получается сдвинуть эту втулку аксиса со своего места. Теперь давайте покажу вам. Вот несмотря на то, что я нашел эту причину, ложка дегтя в том, что устранить ее невозможно. И теперь смотрим сюда, вот в это место. Вот это вмятина. Вот здесь вот. И с другой стороны то же самое. Вот вмятина. Сейчас хорошо можно видеть. То есть вот здесь, вон она вмятина. Здесь получается у нас есть такой канал, по которому втулка аксиса ходит. И до этого канал был одинаковой ширины, и втулка никуда не могла сойти с места. А теперь то, что получилось, это то, что в этом месте этот канал получил небольшое расширение. И клиночек может подбивать нашу втулочку чуть-чуть выше. Там вот эти вот полмиллиметра, они играют эту роль. И то же самое в сложенном положении. В сложенном положении, опять же, наш аксис в таком вот состоянии. И клиночек дожимает ее, то есть эту втулку. И она уходит чуть выше, а клиночек опускается ниже. Ну, я думаю, в принципе, довольно понятно должно быть. Ну, вот эта деформация на лайнерах от вот этих сумасшедших ударов. Вот она и привела. Вон эта деформация, ее хорошо видно на обоих сторонах. Поэтому этот нож теперь всегда будет иметь небольшой вертикальный люфт и будет касаться спейсера клинку. Все.
Дальше уже я покажу вам нож после восстановления, сборки и переточки. Наконец-то нож почищен, перебран, заточен, и можно подвести итоги этого hard use тестирования. Для начала поговорим о последствиях этих тестов для ножа. Покрытие в некоторых местах потерлось и поцарапалось, но смело можно сказать, что оно достойно выдержало все испытания и по большей части осталось на месте. Клиночек был переточен, сталь D2 прекрасно проявила себя во время заточки на Apex Edge Pro. Очень сильно напомнило мне поведение той итальянской D2 на ноже DPX Hest. То есть точилась очень мягко, но при этом чувствовалось, что сталь очень твердая, и при этом она прекрасно принимала остроту. Нож был переточен под 27 градусов с каждой стороны, и причем этот угол еще и оказался более малым, чем тот, который был на ноже из коробки. Поэтому можете себе представить, как грубо был заточен этот нож. Но для этого, безусловно, были свои причины, так как этот нож для очень грубых работ. И поэтому и я сам не стал делать здесь более широкие подводы с малым углом, потому что это не имеет смысла на этом ноже. Ну вот, на этом можно было бы и очень хотелось бы закончить. Но, к сожалению, все-таки этот нож во время тестов получил одно довольно серьезное повреждение. И сейчас он просто как солдат, как боец, который побывал на войне и вернулся с ранением. Это ранение теперь всю жизнь будет оставлять отпечаток на его самочувствии и здоровье, но тем не менее сам боец остался полностью дееспособным и готовым в любой момент ринуться в бой. Я, естественно, говорю о вот этой вот деформации лайнеров в месте их контакта с втулкой аксиса. И то, что происходит на данный момент, вот если нож открыт, придавить ему на обух, клинок немножко проваливается вниз. Вы видите, что втулка сдвигается с места. Это вот такой вот довольно крупный вертикальный люфт. Можно посмотреть отсюда, как втулка двигается. И все из-за вот этих вот небольших вмятин здесь. Это также влияет на то, что в сложенном состоянии клинок касается спейсера. Здесь это не так критично, просто как-то неприятно, когда об этом знаешь. Сам спейсер из G10, и, как я заметил, клинок он как-то не тупит. Такой звук клацающий присутствует. Опять же из-за того, что вот эта втулка аксиса проваливается дальше, чем нужно. У меня были мысли продать этот нож после всех тестов, но потом я задумался, при таком люфте, сколько уже можно за него попросить, какие-то копейки. А в итоге это ведь складной нож, который на данный момент является самым крепким и самым лучшим ножом, который я когда-либо испытывал в таких жесточайших тестах. И его ценность — это его история. Гораздо приятнее мне будет положить его где-нибудь на подставочку, на полку и просто любоваться им. Потому что нож полностью работоспособный, замок держит намертво. Я даже
Вот в таком состоянии, после того, как собрал нож, посадил все винты на фиксатор, я ударил его несколько раз обухом специально об деревяху, чтобы проверить, держит намертво. Несмотря на вот это небольшое проваливание. Но это же никому не докажешь. А для меня этот нож имеет уже, конечно, совершенно другую ценность. И это лидер, который задал совершенно новую планку, показал, что на самом деле должен мочь складной нож. Крепкий, хороший, который производитель называет тактическим, боевым и так далее. Адамас аккумулирует в себе все наилучшие качества ножа такого рода. Просто прекрасный нож. У меня, я даже не нахожу слов, как это описать. Мы еще дальше будем искать, будем смотреть. Но то, что показал этот нож, он просто сделал историю. Он открыл всем глаза. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Совсем забыл сказать, что с этого момента в описании всех видео с Hard Use тестами и в описании моего канала я добавлю ссылку на документ с моими оценками и рейтингом всех ножей, прошедших Hard Use. Соответственно, с проведением новых тестов этот документ будет постоянно обновляться, и я очень надеюсь, что в будущем он станет источником, на который можно полагаться, делая свои выводы или делая свой выбор крепкого и надежного тактического ножа. Все, бай-бай.